Всем привет, ребят! Вы на канале Маргулица, и мы сегодня начинаем проходить Silent Hill Homecoming. Наконец-то добрались мы и до нее. Это уже у нас получается 6-я часть серии Silent Hill. 2008 года игра. Выходила она у нас на ПК, ну и консоли PS3, Xbox 360, по-моему, даже на второй плойке. Боевку полностью изменили, в принципе, изменили вид камеры, что вроде как хорошо. Вид у нас получается теперь со спины от третьего лица. Боевка у нас непроста теперь, есть уклонения, выпады и так далее. В предыдущих частях был просто удар, как бы замах сильный и все, больше ничего. Посмотрим насчет оружия, какое разнообразие. И так, трейлер выключаем. Посмотрим, какое разнообразие у нас по оружию. Ну, надеюсь, сюжет уж не подкачает. Это все-таки Silent Hill. Ладно. Погнали. Новая игра. Обычный уровень сложности. По-моему, игра довольно-таки сложная, как пишут. Поэтому ставим обычный уровень, как всегда. Как и предыдущие части мы проходили. Есть озвучка. Они здесь? Не ахти какая, конечно, но лучше, чем ничего. Эй, поговори со мной. Скажи что-нибудь. О боже! Господи! Что они делают? Что здесь происходит? Куда ты меня везешь? Нет! Эй! Нет! Где я? Что это за место? Куда ты меня тащишь? Нет! Где я, мужик? Да, интересно, в каком месте он мужик? Эй, стой! Ты куда? Не оставляй меня здесь! Что-то это все Outlast'ом, конечно, отдает. Точнее, Outlast, возможно, что-то взял отсюда. Так, я так понимаю, сохранение прошло. Опа. Доктора-то нашего разрезали тем самым великолепным ножом пирамидоголового. Так, играть будем на клавомыши, не на геймпаде впервые, а на клавомыши. Посмотрим, как это получится и насколько это удобно. Так, нажимаем, встаем. Выбрался таки. Эту игруху я... Так, ты можешь включить фонарик. Эту игруху я начинал дважды, по-моему, но так до конца не доходил. Это было очень давно и неправда. Так, фонарик. Радио. Угу. Все, я понял, как это дело включать. Вот так использовать. Хорошо. Смотрим. Записка врача. Трансорбитальная лоботомия пациента из палаты 206 запланирована на завтра. Я велел удвоить количество принимаемых пациентом препаратов в день процедуры. Я думал, что лоботомия уже устарела. Кто мог ее назначить? Пока понятия не имею. Ну слушай, управление прям в разы, конечно, лучше. Прям гораздо. Гораздо лучше предыдущих частей. Куда удобнее. Здесь нет ничего полезного. Тоже ничего. Можно что-нибудь еще из нужного схватить. Вот эту записку я уже читал. А так все, по идее. Ладно, пойдем сюда. Открываем.
Все похоже на аппарат искусственного дыхания, выглядит старым. А в Origin такой аппарат был. Правда, не очень-то они на аппараты похожи. Скорее какой-то этот генератор. Так, что там? Старые медикаменты. Этого нельзя взять. Раковина пуста. Ну, давай тогда идем по кровавому следу, куда нашего врача утащили. Угу. Прям похоже со второй части, как у нас девчонка сидела. Алекс. Какой страшный пацан. Девчонка у нас сидела во второй части. Уж очень на это дело похоже. Так, и закрыто. Замок сломан. Давай посмотрим, что это. Уведомление о пропавшем пациенте. Палата 205. Пациент пропал без вести. В последний раз был замечен в комнате отдыха после стычки с другим. Остальной текст смазан и неразборчив. Дверь, короче, которую ты открыл, она закрывается. Можно вышибать плечом. Такого, кстати, не было в предыдущих версиях, в предыдущих частях игры. Ну, это карта. Традиционно. План, карта больницы. Хорошо. Я взял карту больницы. Так, у нас... Как посмотреть ее? Так, посмотрим управление тогда. Управление. Потом... Карта. Ага, тап. Быстрый удар. Мощный удар, понятно. Уклонение Space. Надо запомнить прям, как у нас уклонение работает. Это вот тема полезная. Карта. Это все, что они могут предложить? О, какая пососная карта. И что мне с ней делать-то? Ну, надеюсь, мне не часто придется ей пользоваться. Так, на поверхности пленки что-то нацарапано. Цифра у нас 624. Пошли дальше. Я думаю, не все так просто. Цена будет не так просто ввести этот код. Давай еще дальше цифры посмотрим. Чья-то рука торчит. Кто орёт-то? Да ты орешь? Детская кукла, кажется, ее пытались сжечь. Интересно, как она сюда попала? Без понятия вообще. Я, ребят, не в курсе. Энергетический напиток. Страница из отчета о происшествии. Пациент продолжал выпрыгивать из окна, а после разгромил соседнюю палату. Пациент не реагировал на устные указания. В итоге трое сотрудников усмирили его силой. Пациент впал в бессознательное состояние и перестал реагировать на внешние раздражители. И в последующую неделю во время сеансов электрошоковой терапии не было необходимости использовать смирительную рубашку. То есть его током побили, и он успокоился. Разумно. Я бы, наверное, тоже успокоился после таких процедур лечебных. Так, ну и все, сюда больше. Да, тут закрыто. Похоже, что замок сломан, дверь не открыть. Давай вот здесь, кажется, можно перескочить. Угу. Ну, к этой двери. Так, основы боя с оружием. Современный солдат должен быть готов к суровым тренировкам и реалиям военной жизни. Эти навыки поможет тебе выжить на поле боя. Использование оружия. Чтобы взять оружие, открой меню оружия и выбери то, которое тебе необходимо. Использование боевой стойки и прицеливание. Чтобы принять боевую стойку с оружием в руках, удерживайте кнопку прицеливания. Если рядом во время будут враги, вы автоматически прицелитесь на ближайшего в своем поле зрения врага. Если они вокруг их много, целью станет тот, который в данный момент настроен более враждебно. Враг под прицелом будет подсвечиваться фонарем.
Для смены цели направляйте мышь в сторону нужного врага, обычно влево или вправо. Ты можешь прекратить прицеливание в любой момент, просто выйди из боевой стойки, отпустив кнопку прицеливания. Усиленные комбо-удары. Мощный удар можно усилить, чтобы нанести больше урона, удерживая его кнопку несколько секунд. Успешные быстрые удары можно сопроводить мощным для получения связки из ударов под названием комбо. Надо еще что-то. Ну окей. Надо бы посмотреть, наверное, как нам взять и оставить. Кстати, тут немножко по-другому сделали вот эту штуку. Я взял рентгеновскую пленку. Давай посмотрим, как прицеливание у нас. Надо просто посмотреть или нет. Целиться левый shift. Я понял. Все куда проще. Только оружия нет. Вот это поворот. Шустрее можно исследовать. Здрасте. Шустрее можно исследовать локации. Более подвижный персонаж. Так, например, инвентарь. Не то. Тоже не то. Посмотреть инвентарь как. Погоди. Привыкаем к управлению. Все-таки это не геймпад. Инвентарь это кул. Вот оно как. Гораздо проще. Так, 624 872. 624 872. Пошли пацана открывать. Алекс. Че? Не смешно. 624 872. Открыто. Здорово, пацан. Почему он знает, как его зовут? Я вот не знаю, как его зовут. Взял детский рисунок. Давай его посмотрим. Нет предметов. Ну ладно. Закрыто. Пацан туда ломанулся, но мы сначала посмотрим, что можно, где тут пройти. Тоже. Джош, стой! Там я видел значок Silent Hill, такой на игре. Ну, на иконке игры. Значит, это, соответственно, сохранение. Ага. Ну, прям. Двери самостоятельно закрываются. Здрасте. Полчувака. Где вторая половина? До этого в предыдущих частях тебе позволяли рассмотреть на локации только то, что как, под каким ракурсом показывает камера. Сейчас ты более детально можешь исследовать. Это гораздо удобнее. Это гораздо удобнее. Так, на стеллажах ничего. Давай тогда сохранимся. Страшный сон. Все. Мне прям нравится, как он эти дверки вышибает. Почему она заперта? Там кто-то есть? Я так не думаю, что там кто-то есть. Хотя в каждых, наверное, частях есть у нас туалет, есть у нас медсестры. Это прям визитная карточка игры. Так, взял боевой нож. Так, спейс уклонение и правая-левая клавиша мыши — это удар. Угу. Альтернативный мир. Поперло чувака. Давай.
Красота. Не, ну тут прикольно она нарисована. Не угловатые, скажем так, барышни. По-моему, здорово. Не вижу. Угу. Добивать их надо? Нет, слушай, они так падают. Придавливать ногой не обязательно. Ну давай дверь, короче говоря, дернем. Да, кто бы мог подумать. А вот это тоже нет. Пошли. Во второй части мы так протискивались. Я просто сравниваю все части, чем они отличаются друг от друга и какая лучше. Какая прям прикольнее и все такое. Вот это пока заходит, я смотрю. Так, вот я взял аптечку, но я ее могу вращать, но почему-то у меня картинка плохо отображается. Неприятность эту мы переживем, я думаю. Только записка. Знакомые эти, как его, каталочки, я ее вообще пропустил, пока осматривался. Но здесь наверняка все закрыто. Так, ну пошли тогда туда. Каталочки такие прям вот бесили в 4-й части. Доктора говорят, что я потерял грань между воображением и реальностью, но мне кажется, я знаю, что здесь происходит на самом деле. Я видел тех демонов, что убивали других пациентов. Я хочу убежать из этого проклятого места, но мне чертовски страшно выходить на свет. Похоже, свет их привлекает, поэтому люди, использующие свет, являются их самой частой добычей. Они также реагируют и на шум. Если хочешь выжить, оставайся в темноте, не издавая ни звука. Но, скорее всего, это даже тебя не спасет. Даже это тебя не спасет. Я понял. Короче говоря, выключай свет, чтобы тебя никто не видел, и будет тебе счастье. Ну, в принципе, тут без света нормально. Но я не думаю, что прям все враги тебя видеть не будут. Скорее всего, только частично. Там телевизор какой-то работает. Вот, медсестра. Прежде чем перескочить, давай вот эти двери подергаем. Нет. Никак. Это? Замок сломан, дверь не открыт. Я хочу попробовать, если я свет включу, она будет двигаться? Да. Тихо, тихо, тихо. Дамочки. Нет. Все. Надо было не двигаться и долбануть их так. Давай перескочим. Перескочим. Иди-ка сюда. И она остановилась. Они обе встали. Все равно ходит за мной. Ну давай бить. Тут какой-то слабенький у него нож. Погоди. Подождем, подождем. Погоди биться на ножах, сволочь. Я как космодесантник ее запорол кортиком. Ну, в принципе, все. Он мертв. Окей. Телевизор не подключен к электросети. Как такое возможно? Ну, действительно. Резать. Давай порежем. Какая замечательная стенка. Мне очень хочется в такие стенки шастать, лазить, перелезать.
Это записка. Ее здесь нет. Много раз. Кого ее? Это вопрос. Конечно, интересно. Давай сохранимся. В принципе, сохранения тоже довольно-таки часто тут проходят, так что вполне норм. Пока что, по крайней мере. Есть тут кто-то? Пока никого не вижу. Не буду свет включать, все отлично и так видно. Похоже, что замок сломан. Катсценка. Такие жуки были в фильме. Баба от них убегала. Отвалите! Отвалите от меня! Отвалите от меня. А тут пачками даже можно их давить. Да нормально, слушай, от них отбиваться. Я думал, будет сложнее. Куда мне? В решетку? Ну да, в решетку сходит. Не пашет. Но там что-то лежит на столе. Хорошо. Энергетический напиток. Это хилы все-таки. В Origin у нас энергетический напиток просто... Он, когда его пил, не выдыхался, бегать мог долго. А тут это мини-хилы, как и должно это быть. Он мертв. Сложно сказать, что именно с ним приключилось, но лучше мне поскорее отсюда свалить, чтобы самому не узнать об этом наверняка. Логично. Логично. Знакомая музычка. Опять, кстати, у нас Акира Ямаока был причастен к саундтреку. Я думаю, что он во всех частях был композитором, если я не ошибаюсь. Так, плюшевый кролик Робби в рюкзаке Джоша. Я понял. Предметов никаких. Оружие. Угу. Так, это у нас две двери даже целых. Давай сюда зайдем. Нет. Сюда? Тоже нет. Ну, пока, в принципе, прямой коридор, ничего такого сложного-то нет. Надеюсь, глюки с картой пройдут. Давай-ка получше осмотримся, что у нас тут. Угу, я понял. Ни шагу вперед, только вниз. А вот туда можно как-то попасть? Там что-то вкусное, походу, лежит. Или труп. Ну, кому-то труп тоже может быть вкусен. О, еще одна дверь. Подожди, я тут был? Да, я же сюда пришел. Перекатики появились. Смею заметить. Так, это у нас просто текстура. Спуститься. Ну, давай спустимся. Там, по-моему, внизу кто-то стоит. Ага, тут их трое. Они не шевелятся? Я нашумел. Убьем. Но эти пошустрее как-то отлетают. Надо стрела. О, давай еще. Зацепило немножко. Ну это фигня. Кстати, вот их осматривать нельзя, я смотрю.
Господи, чем они здесь занимаются? Да действительно. Как обычно, расчлененочка. Все в порядке. Так, ну и все, в принципе, тут больше делать нехер. Посмотреть, инвентарь. Здесь не пройти, дверь закована цепью. Я понял. Ключа нет. Прям, надо резик делать. Ключ надо искать дальше, правильно? У нас же тут... Да. Только половина мужичка. Полезли. Тут больше каталог никаких не вылезет. Каталочки? Нет. Да я взял детский рисунок. Погоди. А что если по журналу? Стой. Карта. Вот это вот самое такое, то, что меня больше всего беспокоит, то, что карту нормально не посмотрел. Или масштаб. Следовать за Джошуа. Ну, кстати, вот тут уже и цели прописаны. Смею заметить. Тут уже как бы тебе понятно, что делать в любом случае. Подсказки, руководство, фото. Фотографии. Это можно посмотреть? Нет. Рисунки. Это никак не глянуть. Я кролик. Но это рисунки, которые я находил. Как я гляну? Я их не могу не посмотреть, ничего. Ну ладно. Так, ну пошли наверх. Пошли наверх. Фонарик я пока выключу. Ибо... Так, это вторая половина тела, которую я нашел этажом ниже. Интересно, кто ее здесь положил. Да, медсестры положили, наверное, в руке зажат какой-то ключ. Взять. Ключ от операционной. Погнали. Нам назад. Инвентарь. Все, ключ использовал. Не, ну определенная игра в разы удобнее играется. Единственное, что инвентарь, точнее не инвентарь, меня беспокоит насчет карты. Потом же локации будут гораздо больше. Карта это скорее всего пригодится. Пока бегаем, я смотрю по одинаковым помещениям. Прям все вот одно и то же. Особо я смотрю, разрабы не парились с обстановочкой. Так, установка напряжения электрошоковой машины выше допустимого предела дала поразительные результаты. Самые буйные депрессивные пациенты стали полностью покорными. Были лишь незначительные побочные эффекты: потеря памяти, несколько вывихнутых костей, одна сломанная нога и пациент, откусивший себе язык. Последний побочный эффект пришелся как нельзя кстати. Как раз этот пациент был одним из самых шумных. Я дал докторам указание продолжать лечение с той же интенсивностью. Он смотрит на предметы, да, которые может подобрать. Правильно? Давай мимо. Да. То еще удобнее, кстати сказать. Николай. Джошуа, это ты? Я занят. Уходи. Что ты здесь делаешь? Я хочу свою игрушку. У нас появились варианты диалога. Не знаю, как они вообще в принципе влияют на развитие. Есть ли тут развилки по этому поводу? Ладно. Как ты здесь оказался? Тебе страшно. Давай, как ты здесь оказался? Как ты здесь оказался? Кто-то притащил меня сюда. Вернее, какого Они хрена? сказали, что Робби здесь. Они наврали. Робби, я так понимаю, это его кролик. И я хочу тебе помочь. Я не думаю, что смогу тебе помочь. Помочь. Это все, что я могу сделать? Найди Робби. Я хочу свою игрушку. Окей. Я не видел здесь игрушек. Похоже, Как? ты мне не друг. Хорошо, я постараюсь найти его.
Как-то игрушек нету. У нас тут замечательные куколки ходят с замотанным лицом и ножом на перевес. Ладно, я понял. Пацану нужен его кролик. Когда мы дальше двинемся по сюжету. Прежде чем тут закрыт. Я надеюсь, что если ты дергаешь одну ручку двери, то вторую уже смысла нет дергать. Уведомление о пропавшем пациенте. Палата 205. Пациент пропал без вести. В последний раз был замечен в комнате отдыха после стычки с другим. Подожди, я же, по-моему, это читал. Разве нет? Это знакомая записочка. Но вроде как тут не был. Локации комнаты похожи, и такое ощущение, как будто вот ты по кругу ходишь, только немножко все меняется обстановка. Ну там то хилы тебе коробочку, бутылочку подкинут, то сохранение в каком-то месте появится. Давай-ка вот так сделаем. Не будем рисковать. На месте стерлись. Что-то дым какой-то тут подозрительный. Похоже, что замок сломан. В этой части у нас, кстати, тоже будет Pyramid Head. По идее, из всех игр он у нас встречается во второй части и вот здесь, в шестой, получается. В других частях его и духу нету. Замок сломан. Подожди, я что-то пробежал. Угу, кролик. А его кто-то утащил. Я же думал, тут еще кто-то сзади стоит до кучи. Давай повнимательнее, осмотримся. Кстати, по-моему, кукла исчезла. Да, я тут определенно был. Только теперь дыра тут появилась. Проверить, не проверять. Но я бы не полез рукой в такую зловещую дыру, из которой что-то вытекает. Дыра в зеркале. А что делать? Кролика-то надо доставать. Опа. Давай, тащи руку. Тащи руку. Отобрали кролика с боями. Пацан будет доволен. У нас все вот это вот, где у нас сохраняется. Ну да, только вот здесь инвентарь и оружие. Кстати, у нас появился шум. Значит, кто-то рядом есть. Эй, у меня что-то на морде сидит? Вот оно что. Блин, надо это, как вам, надо научиться их стряхивать. Ничего не вижу. Ну, пока, в принципе, радио молчит, значит и нет никого. Правильно? Пацан по прямой. Вот сюда. Давай ему, наверное, короля отдадим, а потом сохранимся. Стоять. Надо как-то, не заходя в инвентарь, ему отдавать научиться. Я думаю, так можно сделать. Нет? Ты что ты ржешь-то? Нет. Ну так. Ладно. Буду иначе никак не сделать. Джош, Держи, пацан. Больше так не поступай. взгляни на меня, приятель. Мне чуть руку не оторвали. Вот. Я хочу Робби. А это кто? Так, ты не капризничай. Помнишь? А то сейчас вообще без ничего останешься и пойдешь домой. Возьми.
Вот урод. И волшебным образом у нас открылась дверь. Так, прежде чем туда идти, мы сохранимся. Уходи из стойки. Давай на сохранение. На всякий случай, чтобы потом не переигрывать все это дело, а то мало ли выскочит какой-нибудь грозный ебака и начнет нас жестко драть кверху задницы. Лучше подстраховаться лишний раз. Так, что-то взять можно. Взял детский рисунок. Он куда-то их постоянно собирает, но это, видимо, вин-вин там какого. Потом можно будет посмотреть. Потому что в журнале этого не глянуть. Открыто. Тоже. Угу. Тоже рисунок детский. А он туда удрал, да? В лифт. Все, кажется, это шум прибоя. И, судя по всему, источник шума находится прямо за этой дверью. Но это невозможно, это же больница. Кстати, в предыдущих частях у нас больница с первого прям уровня не начиналась. А тут прям с самого начала тебя кидают в пекло. В данный момент я не могу здесь пройти. Нажать на кнопку тогда. И за ним даже никто не погонится. Вот это, я так понимаю, это подвал. Скрежет металла. Пирамид Хэт. Еще просунет между створками стопудово свой здоровый мунду. И это тогда будет отсылка к фильму. Оу май. Ну да. Это был флешбэк. Плохой Трэвис. Плохой сон. Да. Трэвис в предыдущей части Silent Hill. Только с бородой теперь. Шепард Глен это было написано. То есть нас подобрал Трэвис Грейди из Silent Hill Origin. Прямый трейлер такой же. Но это стопудово он, только с бородой. Родной город? Родной город, он картавый. Можно и так сказать. И он мужик картавый озвучивает. Бывай, солдат. Спасибо. А, все, сам не хворай. Спасибо, как говорится, за 5-ю часть Silent Hill. Спасибо, что подвез. У меня в конце 5-й части столько оружия осталось. Там, наверное, еще хватит и на эту часть, на 6-ю. Хватило бы. Так. Я тут нахожусь. Талука. Ну, это Silent Hill. Гораздо быстрее можно исследовать локации, потому что он, просто он умеет бегать. И это хорошо. Пока тут, наверное, никто даже нападать не будет, так что спокойненько, пока что ходим спокойно. Потом эти грозные все ебаки обязательно появятся. Как же без них? Может, что-то шуршит.
что случилось с этим местом? С каким? Алекс? Ты что так пугаешься? Где Хэллоуи? Эй, Я не знала, что ты вернулся. Твоя мама в курсе? Она ничего не говорила. нет, я еще с ней не разговаривал. В общем, я вообще еще ни с кем не говорил. Я не собираюсь здесь долго оставаться. А, ну, надеюсь, ты успеешь встретиться с Элли. Она рада будет видеть тебя. Она еще здесь? Конечно. Ты же знаешь, каково это. Никто не покидал этого места. Да, наверное. Здесь так тихо. Все изменилось. Да. Но, боюсь, не к лучшему. Иди домой. Поговори с мамой. Возможно, увидимся позже. Ты, кстати, неплохо выглядишь. Спасибо. Да, детка. По-моему, у нее глаза в разные стороны вот так вот смотрят. Давай, наверное, мы в настройках чуть-чуть громко, блин. Громкость погромче не сделать, то что они базарят. Ага. Ну, то же самое, с картой я ничего сделать не могу. Как на нее смотреть?